Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Industrial Craft на версии 1.12.2. В этой серии рассмотрим, как крафтить сталь или же закаленное железо, в зависимости от перевода. Если у вас установлены такие модификации, как Ender.io или Railcraft или что-то подобное, то сталь будет также совместима с этими модификациями, и скрафтить ее у вас не составит труда. Однако же, если у вас установлен только Industrial Craft, то для крафта стали вам придется воспользоваться доменной печью. Итак, для того, чтобы использовать доменную печь для производства стали, нам потребуется производить тепловую энергию. Дело в том, что в Industrial Craft есть всего три вида энергии. Первая — это электрическая ЕУ, вторая — это кинетическая, которую мы, например, производили с помощью ветрогенератора, и третья — это тепловая энергия. Тепловую энергию мы сможем производить, например, с помощью электрического, твердотельного, жидкостного или радиоизотопного теплогенераторов. На мой взгляд, наиболее удобным вариантом является электрический теплогенератор, которому нужно просто подводить электрическую энергию, и он будет ее преобразовывать в тепловую. Но также можно использовать на начальном этапе твердотельный теплогенератор, который можно запитывать, например, углем или какими-то другими горючими материалами. Также для общей информации мы еще рассмотрим жидкостный и радиоизотопный. Итак, мы видим, у каждого генератора есть такая вот сторона с оранжевым квадратом. Именно с этой стороны у нас будет выходить тепловая энергия. К этой стороне нам необходимо будет присоединять наши потребители тепловой энергии. Радиоизотопный теплогенератор будет работать на таких вот пеллетах, которые производятся с помощью ядерных реакторов. Жидкостный теплогенератор будет работать на горючих жидкостях или газе. Мы, например, можем использовать биогаз. Твердотельный теплогенератор будет использовать твердые горючие материалы, такие, например, как уголь. И, наконец, электрический теплогенератор будет производить тепловую энергию за счет электричества. Для этого давайте мы его запитаем электроэнергией. Также в электрический теплогенератор необходимо положить такие вот катушки. И вот у нас получается максимальный выход, соответственно, тепловой энергии. Далее давайте возьмем доменную печь и установим ее вплотную к нашему электрическому теплогенератору. Как видите, у доменной печи есть тоже свой вход для тепловой энергии. Нам необходимо будет ее развернуть. Мы можем доменную печь устанавливать с этой стороны, чтобы она сразу встала нужным боком. Либо мы можем воспользоваться электроключом. Shift правый клик, и у нас доменная печь развернется в противоположную сторону от нас. Далее рекомендую доменную печь запитать рычагом, чтобы она начала нагреваться. Если мы зайдем во внутренний интерфейс, мы убедимся в том, что нагрев пошел. Итак, чтобы произвести сталь, нам, во-первых, потребуется железо положить сюда во верхний слот. Здесь нам потребуется еще капсулы с воздухом. Капсулы с воздухом мы можем получить в компрессоре, для этого просто сюда кладем пустые капсулы. И вот мы получили капсулу с воздухом. Кладем капсулу с сжатым воздухом в доменную печь. И вот у нас воздух сюда поступает. Начался процесс производства стали. На выходе мы получили стальной слиток и шлак. Шлак получается с некоторым шансом. Из него переработка в термальной центрифуге можно получить угольный порошок. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые не пропускать. Рекомендуйте видео друзьям, в комментариях пишите свои замечания. Жду вас в следующих сериях. Пока.